То есть, на ваш взгляд, феминизм – это лесбиянки преимущественно, да, в целом? Я думаю, так, да. В России женщина президентом стать может? Я думаю, что в России уже, кроме Владимира Владимировича, никто не может стать президентом, независимо от пола. Что такое феминизм и почему он появился, на ваш взгляд? Блин, я не знаю. Не слышал, впервые слышу. Можно я не буду отвечать на эти вопросы? Слушай, ну, я правда не знаю, что ответить. Я как бы, ну... Почему появился? Гош, ты что думаешь? Он необходим. Ребят, нет. Я не смогу, честное слово, это не моя тема вообще. Что такое феминизм, на ваш взгляд, и почему он появился? От дурости девчонок. Феминизм – это свобода женщины от мужских стереотипов. Почему появился? Но у меня обратно. Если мужчина считает, что женщина не человек, то я в своем случае считаю, что мужчина не человек, а это зверь. Вот. Не могу даже ответить. Какая-то женщина, мужчин, типа, это не любит, так правильно или как? Ну, это что тоже, мне кажется, из раздела каких-то лесбиянок такое чувство. То есть, на ваш взгляд, феминизм – это лесбиянки преимущественно, да, в целом? Я думаю, так, да. Феминизм – это борьба за равные права между мужчиной и женщиной. Это не мужененавистничество, не подавление мужчин. Это конкретная борьба за равные права в каких-то аспектах рабочих, жизненных и любых других. Я бы назвал эмансипацией. Ну, у нас все люди равны, так бы мужчины и женщины. Это право закреплено Конституцией, у нас нету, у нас же не Кавказский регион, чтобы, да, у нас женщины преимущественно сидели дома или были домработницами, поэтому, ну, я не могу сказать, что это борьба, это просто их право, которое они должны реализовывать. У нас сейчас светское государство, и все вправе свое право реализовывать. Ну, наверное, равноправие между полами, между мужчинами и женщинами. Феминизм – это какие-то неудовлетворенные женщины. Появилось, потому что их стало много, они объединились и решили творить свое черное дело. Феминизм – это течение, защищающее женские права. Почему он появился? Почему появился? Ну, потому что наше общество крайне неравноправное. Вот, и женские права должен кто-то защищать. Вот, и появились феминистки. Ваше личное отношение к феминизму каково? Нейтрально, абсолютно. То есть, ну, я согласен, что местами действительно мужские права перегнуты, и, ну, в том числе, вот некоторые профессии, да, в России не могут быть заняты женщинами. Вот. Я считаю, что так не должно быть. Есть действительно опасные для женщин профессии, потому что, ну, биологически так. Вот. Но некоторые профессии можно и разрешить. Нейтрально, мне все равно не хочу об этом, вообще не хочу в это опускаться, об этом думать. Вот они есть, слава богу, нет, еще лучше. Негативно к этому отношусь, как так можно-то? Ну, конечно. Окей, а скажите, вот ваше личное отношение к феминизму каково? Норма. Это абсолютная норма человечества. Я к нему никак не отношусь, мне как-то все равно. Но я как бы придерживаюсь того мнения, что женщина не обязана сидеть дома, да, как в Японии говорят. Она имеет право и работать, и у нее такие же права, как и у мужчины, и что она не животное, не тумбочка, вот. Но я не борец прям за феминизм. Я считаю, что добытчик все-таки мужчина, и женщина не обязана зарабатывать больше мужчины. И вообще, с точки зрения психологии, если женщина зарабатывает больше мужчины, она как-то его, ну, принижает, получается, автоматически, и мужчина обычно такую не выбирает женщину. Вот. Вообще нейтрально. Положительное. Ну, мне кажется, это нормальный осознанный выбор человека, который понимает, в каком мире он живет, и что это как бы наш двигатель, что если человек понимает все грани феминизма и понимает, что он в себе несет,
не смотря на то, да, какие-то радикальные его проявления, а понимая суть и понимая проблемы и изучив ее, я думаю, любой осознанный человек скажет, что он на стороне феминизма. Хорошее, положительное. Кто поддерживает, я с ними согласен. Как вам сказать? Как я уже сказала, если это не выход за рамки, я отношусь к этому очень положительно. То есть должны быть равные права в плане законодательства, в плане возможности работать, в плане определять свою личную жизнь, свои потребности. А ходить, поднимать майки и говорить, что это наше право, мне кажется, это уже вопрос культуры, а не прав. То есть вот это как раз и есть та грань, которую не стоит переходить. Ну, более такой радикальный, более такой пропагандистский, такой вызывающий общественный резонанс. Вы это имеете в виду? Да, мне еще очень давно один человек сказал хорошую фразу, что права одного человека заканчиваются там, где начинается нос другого. И в том числе это работает и для феминизма. Если это не ущемляет прав других людей, мужчин, общественности и так далее, это хорошо. Если начинается перебор, это уже проблема. Мне кажется, то, что феминизм в России переоценили, потому что цепляются к женщинам по каким-то тупым причинам. И мне кажется, то, что женщины, некоторые, которые ведут блоги, там, допустим, в Инстаграме, они тоже иногда перегибают палку, потому что, наверное, как-то феминизм относит к себе, хотя он как бы особо, не то чтобы не касается, но они перегибают опять же. Но я за то, что это все бы было не радикально просто, чтобы это не переходило в какое-то сумасшествие. Вот и все. Как бы я с этим согласна. В этом есть доля правды. То есть вообще это движение. Я нахожу в этом поддержку. Вот, то, что действительно все должны быть равны. А на ваш взгляд, вот у нас в России женщина могла бы стать президентом? Нет, и не хотелось бы. Потому что президент – это опора, а у женщины пока еще со временем нет такой стойкости. Я вообще не считаю, что женщина должна быть президентом, потому что она слишком эмоциональна для этого. И она может совершенно спокойно развязать войну просто из-за того, что ее эмоции переполнили. Я думаю, да. Я бы на это посмотрел. Я думаю, что в России уже, кроме Владимира Владимировича, никто не может стать президентом, независимо от пола. На данный момент, я думаю, шансов ей не дадут. Но если в будущем пытаться, то я посмотрим, может быть, и кто-нибудь будет. А вот как вы считаете, на ваш взгляд, у нас женщина в России могла бы стать президентом? Не думаю, думаю, нет. Я думаю, да, почему нет? В Беларуси сейчас мы это и наблюдаем, собственно говоря, что женщина смогла повести за собой массы, неважно какой пол у человека, главное, чтобы у него были идеи, установки, которые он сможет привнести в нашу жизнь и которые изменят ее к лучшему. Могла бы, были бы деньги. Мне кажется, да. Почему нет? То есть, возможно, сейчас, на данный период времени, это не совсем реально, опять же, потому что феминизм, мне кажется, сейчас только набирает свои обороты. И это какая-то такая формация, которая до этого надо дойти, к этому прийти. Но если это случится, какая разница, женщина или не женщина? Главное, чтобы это был адекватный, хороший человек, который делает свою работу. Я скажу, что это право закреплено конституционно. Конечно, может каждый вправе, кто соответствует критериям по возрасту, по статусу по социальному, да, по гражданству и так далее, вправе, конечно. Кроме Путина никто не сможет стать президентом. Поэтому тут не вопрос женщины-мужчины, он никого не допустит. Он один, он царь, и все. Поэтому нет, женщина не сможет стать президентом. Только если бы это была его дочь. Все, может быть. Или Путин как-нибудь переселил свою душу в женщину, все. А так нет. Я думаю, что не сможет. Мне кажется, да, если бы... в принципе, здесь даже нельзя сравнивать. Просто у нас не так много кандидатур на эту должность президента. Но я думаю, то, что вполне реально, просто Собчак не такой уж и политический деятель. Вот. Я затрудняюсь ответить, просто как-то для многих сложно восприятие женщины в роли президента.
Мне кажется, сейчас вряд ли. Хотя у нас же были эти, как королевы, ну, все Екатерина. Ну, то есть, как бы нормально, все отлично. При них было так же примерно, как при остальных, там, не знаю, мужиках. Поэтому, может и может, но через какое-то время, не сейчас. Вот на ваш взгляд, у нас в России вот какова ситуация с феминизмом? Актуален он или нет? Мне кажется, сейчас все нормально без него живут. Но как-то, не знаю, у нас еще как-то более или менее нормально все, потому что вот, например, в Америке там все перевернулось из-за этого, и теперь ни мужчина не может себе найти нормальную женщину, поэтому они приезжают в Россию искать себе нормальную женщину, ничего, в общем. Я считаю, что сейчас актуально в трендах, да, с каждым месяцем все больше и больше об этом говорят. Но я, как уже сказала, остаюсь в стороне. Не актуально. Ну, конечно, актуально. Я, например, работаю HR-менеджером, и я сама в своей работе наблюдаю определенные ущемления женских прав. То есть на какие-то профессии женщин берут не так охотно, как мужчин. И, к сожалению, как бы мне не хотелось это исправить, я не могу бороться с руководством. Он не в трендах, он, знаете, такой, у него такой трэшовый облик, то есть хайповый, я бы даже так сказал, то есть несерьезен. Надо на более серьезный уровень выходить. Я думаю, что в принципе у нас и так все равны, всех берут одинаково на работу, у всех равные права. И я думаю, что у нас вот такая прям борьба ярая за феминизм, она не очень уместна. У нас и так все хорошо, и никого вроде бы не угнетают. Единственное, сейчас тоже вот эта проблема с насилием, то, что вот нас там насилуют, мужчины угнетают там. Это, я думаю, больше частные случаи, а так все равны, все нормально в России. Ну, я считаю, что нас к этому относятся как-то скептически, и многие считают, что это просто женщины развлекаются и ничего толкового с этого дать не могут. Мне кажется, то, что он как-то его переделали, не знаю, потому что женщин обвиняют во многих вещах, в которых бы не обвиняли там в других странах, либо как-то преувеличивают все. Я считаю, что вполне актуален, потому что сейчас это очень стала распространенная тема, как в Инстаграме, так и в разных социальных сетях, и очень часто обсуждаемая. Этапе, мне кажется, не актуально. У нас не ущемляют права женщин. Не знаю. Мне кажется, нет, не актуально.